Друзья, позади меня памятник первооткрывателю Печорского угольного бассейна Александру Александровичу Чернову. Добро пожаловать в Воркуту! Во времена Советов Воркуту называли угольной столицей страны. Уголь был обнаружен еще в 19 веке, но первые шахты появились в 1937 году. Со временем из маленького шахтерского поселка вырос один из самых богатых и процветающих городов Советского Союза, численность которого к концу 70-х годов достигала 100 тысяч человек. В городе были построены железная дорога, школы, университеты, больницы, заводы и фабрики. Возникает вопрос, кто же все это строил? Заключенные Воркут-Лага, одного из крупнейших филиалов ГУЛАГа, где к началу 1950 года содержалось более 70 тысяч узников. Жизнь в Воркуте шла своим чередом, а численность увеличивалась вплоть до перестройки. Но, увы, золотое время в истории Воркуты не могло длиться вечно, и после развала СССР многие предприятия, включая шахты, стали стремительно закрываться, а народ покидать суровый край. Сегодня из 13 шахт действует всего 4. За последние 30 лет Воркуту покинуло порядка 70% жителей. Первое впечатление по Воркуте, когда прилетаешь, сразу что бросается, это вот последние 15 минут до посадки. Все зеленое, много-много всевозможных водоемов, болот. И ничего больше. Второе, что бросается в глаза, это полумертвый асфальт, покрытие в аэропорту. Соответственно, сам аэропорт — это какое-то маленькое помещение с очень интересной комнатой, где выдается багаж. Выходишь, вас встречает старый разбитый вертолет Стелла. Ну и первое впечатление — это какая-то серость. Я даже не знаю, как ее описать. Чтобы это описать, это нужно вот сюда прилететь, и ты сразу это почувствуешь. Серость — это сейчас у нас. При Шпекторе, когда он у нас был мэром, Воркута у нас была более, соответственно, веселее. Покраски домов, улиц, конечно, приводили в порядок. Какие-то цветы выставлялись. Ну, вообще как-то весело. Шпектор следил за городом. Всегда проезжал сам лично. Весь город просматривал какие-то нарушения. ЖЭКу делал замечания. Каждую неделю выступал перед людьми, отчитывался. Сейчас мы мэра не видим, не слышим. Только читаем периодически про него. Хотелось бы еще отметить, что здесь очень сильное солнце. По прилету был солнечный день, и на солнце невозможно смотреть. Оно совсем другое, не такое, как привычно нам. Оно сильно слепит, даже сквозь солнечные очки невозможно просто даже повернуться в его сторону. Как будто проходят какие-то сварочные работы. Также стоит отметить, что здесь очень добрые люди. Вчера 2 раза спрашивал я, нормально отвечают, не грубят, не хамят, пытаются завести разговор, как-то объяснить себе, чуть ли не проводить до пункта назначения. Это очень сильно бросается в глаза. Мы подъезжаем к руднику. На У ударение. Рудник. Рудник. Шахтерский поселок. Тот самый знаменитый мост, который можно увидеть во многих статьях про Воркуту. Река. Впереди, вот прямо на нас смотрит, перпендикулярно нам желтое здание, там, где сидели геологи. Вот эти помещения, которые ниже, это лаборатории всевозможные. Наверху магазин, где-то школа, ну и, естественно, жилые дома. Сейчас данный поселок вообще не функционирует. Здесь нет ни одной жилой квартиры. Есть только память о нем. Жутковато, конечно, смотреть на такие поселки.
как-то не по себе даже становится. Ты понимаешь, что раньше там кипела жизнь, а сейчас ее нет. Характерное для Воркуты строение домов. Почему строились полукруглые здания? Так как здесь постоянные ветра, чтобы не задувало во дворы, не заметало. Много вот таких вот зданий полукруглых. Прошли немного дальше и видим здесь бетонное ограждение. Здесь, получается, осыпается все вниз, поэтому огородили. И все это дело приближается к жилым домам. Я думаю, пару лет и природа свое дело сделает. Еще немного первых впечатлений. Чувствуется какая-то мощь здесь. Вот ее невозможно описать, но она чувствуется. И чувствуется доброта. Ее здесь почему-то много. Не только люди, а вот все в доброте и все. Как будто я где-то на другой планете. В нашем городе сейчас за последний второй год детские площадки очень много строятся. Также хочу подчеркнуть, благодаря объединению Воркута-Уголь. Детям, конечно, негде вообще было гулять. Но опять же, это пока с летом. Зимой это все заметет. Вопрос, кто ж будет их убирать, подчищать? Техника туда не подъедет. Дворников у нас не дозовешься. Управляющая компания работает очень плохо. Сейчас мы проедем в городе здесь, посмотрим одну хотя бы детскую площадку. Кто не был в этом заведении, тот не знает Воркуты. Шум, гам, пляски и веселье. Знаменитый воркутинский пингвин. Увидев 3 парней по 3 метра ростом, я передумал вытаскивать камеру и понял, что лучше не задавать лишних вопросов. Ну, я не знаю, к чему они готовятся, эти парни, но они готовы. И их взгляд как сканер. Они тебя просто сканируют на входе. Знаменитый пингвинчик. Можно сказать, сердце Воркуты. Здесь у нас большинство все мероприятия. Сейчас подготовка мероприятий к Дню шахтеров уже подготавливают, поэтому бордюрчики все это ремонтируют. По идее, поселки заброшенные будут. Да, за домами все будет заброшено, закидано, но центр будет сам прочищен от и до. Остановки теплые. Тоже объединение Воркута-Уголь. Практически поменяли все, что у нас существует здесь в Воркуте. Каскад с правой стороны. Кинотеатр раньше был, сейчас он просто магазин. Это первый большой кинотеатр в Воркуте. Дом быта, но дом быта уже, в принципе, тоже одним магазином стал. Больше ничего не осталось. Хотя и швейные отделы были. Вот дворец пионеров. Опять же, видите, теплая остановка. А так представьте, люди в 40 градусов мороза с детьми стояли просто на улице, без скамеек, без всего. Ну, естественно, знаменитый дворец культуры шахтеров находится за углом.
Это то место, куда идут все, наверное, туристы. В этом доме жил Шпектор. Игорь Леонидович, мэр Воркуты. В городе нет Яндекс.Такси, есть только Автолига, которая за 2 часа проехала 5 раз на красный свет. Такие дома, и посмотрите, какой шикарный пенсионный фонд у нас. С таким домом, ну прямо вообще смотрится красиво, да? Очень. И впереди детская больница. Тоже очень плачевная. Самый первый кинотеатр в Воркуте. Родина. Спутник потом был. Вот. Все, что от него осталось. Вот это и есть вот детская больница. 1950 год. Челядилы Воркутаса Больнича. Это на каком языке? Камятский. Камятский? Угу. Все самое хорошее мы посмотрели, ну а теперь о грустном. Очень интересует, сколько здесь зарабатывают люди, средняя зарплата. В магазинах продуктовых 1030, на организациях 36. Вот просто мрот. Это можно сказать с северными. Хотя как северные считают за последнее время, никто не может понять. Ну, а выше руководство может быть и за 100 тысяч и более. Но это все умалчивается. Сейчас мы едем. ТЭЦ-1. Там не написано, какого года он вообще у нас, ТЭЦ-1. Не вижу. Если честно, на это все, конечно, больно смотреть. Просто все в полном упадке, в полной разрухе. Это страшно. Вот, видите? Уже второй год у нас ломают это здание. Но что будет потом, никто ничего не знает. Сейчас происходит демонтаж. Да. А я читал, что здесь минимальные зарплаты у сотрудников ЖЭКа, ну, управляющей компании, там, от 100 тысяч, а у шахтеров от 180 тысяч. У шахтеров, ну, смотря какой участок, какая должность, от 70 тысяч. Эти заоблачные цены, это вранье. вымышленное все. Конечно. От 70 до 120. Может быть, есть какие-то коммерческие участки, но там им просто доплачивают, когда план дается. Ни больше, ни меньше. Направляемся в сторону поселок Южный. Поселок не действующий. Есть ли в нем жильцы сейчас? Нету. Все заброшено. Шахта. Остановка, на которой, наверное, больше никогда уже не остановится автобус. Вот вам аэропорт. А мы уже возле аэропорта, получается. Даже наличие такого соседа, как аэропорт, не спасло этот поселок от разрухи. А вот здесь у нас Мишка живет. Серый, бурый. Мы сейчас приедем в гости. Главное, чтобы пустили нас.
приезжали в апреле месяце, он спал. Нас не пустили. Не спит медведь? Не спит он? Мгм. Это, я так понимаю, какая-то промзона? Да, база отдыха. Мне всегда казалось, что база отдыха должна бы иначе выглядеть. Это больше похоже на какую-то промзону. Говорят, воркутинские медведи любят апельсины. И не только. Очень странно, что много металлических изделий. Скорее всего, или все это под контролем у местных сотрудников МВД. Потому что у нас бы всю эту заброшку уже растащили. Потому что здесь металла очень много. А вон я вижу его. Мишаню. Я надеюсь, его не забыли закрыть. Он один здесь? Должен быть один. Вот он, красавец. А, нет, два там. А еще есть? Еще есть. Вот еще. Два Мишани. Видимо, здесь еще звери были какие-то. Это, я так понимаю, зоопарк местный? Типа этого. Ну, попробуйте дать апельсинчик. Давайте я открою. Вот, видите, выпрашивают аж. Говорят, они чистят сами. Не дай бог с таким встретиться, конечно. Миш, на. Давайте, давайте. Ой. Да что ж такое, блин? Давайте. Ну зачем, скажи мне так, да? А ты, Мишка, Это будешь? с рук дать ему надо. А вот как надо давать. Да, вот видите. Ну вы не боитесь их. Да здрасте. На, Мишечка, ну. Держи. Держи. Ну, держи. Будешь? Держи, говорю. Ой. Ух ты. Я вот поэтому. Ничего себе реакция у него. Угу. Так, а тот что у нас? Вот вам и мишки. Вот, посмотрите, как аппетитно ест. Да, Мишка? Аппетитно. Ну, кто поверит, Мишка любит апельсины. Опасные зверюги. Как бы они, конечно, мило не выглядели, это все равно зверь. По факту Сено. так выглядит местный зоопарк. Но здесь немноголюдно. И видите, все клетки на каких-то салазках. То есть это, я не знаю, А это чтобы по снегу потом. кочевой. перемещать. Я не могу вспомнить страну, в которой я видел зоопарк. Вернее, я вспомнил, не будем о плохом. Я думал, что тот самый худший зоопарк. Как оказывается, есть намного хуже. Какое-то строение. Ну, Валентина говорит, что это похоже на финский дом. То есть на несколько семей.
Если честно, тут не очень хочется заходить, потому что какие-то звери непонятные бегают. Дорогие подписчики, если вы увлекаетесь индийскими божествами, то добро пожаловать на наш телеграм-канал, который будет в описании к этому ролику, где вы можете посмотреть, а также приобрести изделия из Индии. На данный момент в Воркуте переселение не предвидится. Если выезжают люди за пределы Воркуты, это инвалиды первой группы. Пожилых очередь все тянется годами, десятилетиями. Поэтому нашему младшему народу, брату, можно сказать, детям, внукам с Воркуты, наверное, никогда не уехать, если не возьмут ипотеку и сами не уедут. Конечно, раньше, если очередь была одна в Воркуте, было все это побыстрее. Сейчас все объединили через Сыктывкар. Там быстрее люди переезжают за пределы Коми, чем мы здесь в Воркуте. Дорогая ли у вас здесь квартплата? Квартплата у нас от 7 тысяч, это однокомнатная квартира, счетчики горячей и холодной воды, если присутствуют, до 12 тысяч, трехкомнатные квартиры. Опять же, если присутствуют счетчики. Если нет счетчиков, трехкомнатная квартплата 18 тысяч, однокомнатная 10. При зарплате 36 тысяч, если мамочка живет одна с ребенком, никаких дотаций не имея, за квартиру она отдаст 10 тысяч, на питание пусть 10-15, что останется ребенку на одежду. Одежда очень дорогая также. Это типичная картина, если вы свернули с улицы Московской, там, где не сидит администрация. Это жилые районы. Жилые районы Воркуты. Дороги, которые ведут в Воркуту, это железная дорога и авиасообщение. Ну и зимой, говорят, по зимнику можно на машинах приехать. Скорее всего, сейчас вывозится уголь. Ну и как обычно по традиции, я этот вопрос задаю всем, во всех странах, во всех городах. Сколько нужно для хорошей жизни, если своя квартира на семью из 3 человек? Это муж, жена и ребенок. 170-200 тысяч. Это хорошая сумма, на самом деле. 170-200, и в Москве себя будешь достойно чувствовать. Прям очень хорошо будешь себя чувствовать. Вы заходили в магазин к нам? Да, здесь дорогие Магазин просто взять. ценники. Да, пятерочка, магнит, где хлеб стоит от 100 тысяч. Батон от 100 тысяч. От 100 рублей. О, да, рублей. А молоко 110-130. Каждый день молоко, в принципе, нужно пить. У нас на севере. Фрукты все равно как-то цены кусают. Мясо от 400 рублей за килограмм. Как вы думаете, можно прожить на троих на 36 тысяч? Умудряются, еще и даже умудряются люди и побухать. Но опять же, охота нормальная, спокойная жизни, не считать вот эти вот копейки, зарплаты на зарплату, чтобы человек смог не экономить, а спокойно собрать какую-то копейку, съездить и отвезти семью на юга. Билет до Москвы, плацкарт 9 тысяч, купе 15 тысяч на одного человека. Мы приехали в квартал Н. Чем он знаменит? Ничем. Новый поселочек.
Построен был, ну, лет 30 тому назад. Скромненько. Ну, дома строились еще в свое время. Это сейчас уже все. Только ломают. Здесь еще кипит жизнь. Докипает, вернее. Сделали небольшой перерыв, и мне прям очень интересно стало посмотреть цену на хлеб. Сейчас вот как раз зайдем в мини-маркет. Направляемся к еще одной местной достопримечательности, давно умершей. Это местная воркутинская птицефабрика, которая славилась своими знаменитыми яйцами. Впереди нас огромная лужа. После лужи находится КПП, зона досмотра. И, соответственно, цеха. Какая-то сильная протечка, видно прям с территории. Сюда вода льется, прорыв. Поэтому туда мы пройти не сможем. Грех был здесь не остановиться. Знаменитый автобус Лиас. Стелла. На вывеске написано, что передовые водители на дорогах Заполярья с 60 по 79 год Голота Н.А. и Гончаров довели пробег автобуса до 1 миллиона 150 тысяч километров. Без капремонта они проехали. Вот вам советская техника. Куда ни посмотри, одна и та же картина. Знаменитая тундра. Именно так она выглядит. Здесь ее не будет. Хотим найти морожку. Да и рискну, что мне здесь. Непонятно все это. Как растет. Хоть одну ягодку бы найти просто. Интересно очень. Пока я не вижу морожки никакой. Пока подо мной все шевелится. Это вот я чувствую. Мох какой-то. Где же ты, морожка? Здесь нет морожки. А, какие-то жабы. Какие-то цветочки вот есть. Не пойму. Ну. Сейчас в другом месте посмотрим. Кладбище бытовок и техники газовиков. Впереди поселок Советский. Со стороны кажется, что здесь проходили какие-то ядерные испытания и ударной волной просто смыло всю жизнь. Не понимаю даже, как все это дело комментировать. Это вот проезжать, когда темно, ночью. Жутковатенько, в принципе. Чем знаменит этот поселок? Тем, что если пропадал человек в Воркуте, в первую очередь искали его здесь, тело. Когда была криминогенная обстановка не очень хорошая, когда были всевозможные разборки, то есть тело искали здесь. 1953, наверное. Баня. Баня. Мы туда не пойдем, потому что там все очень ветхое. Ну, а последнее время здесь проходят учения ОМОНовцев. То есть имитация города.
вряд ли это уже восстановить, конечно. Сомневаюсь в этом. Да и некому. Как говорит Валентина, здесь ночью действительно жутковатая картина. Очень жутковатая. Здесь днем-то не особо. Время съедает помещение. Просто съедает. Все стекла побиты. Тишина. Тишина. Только непонятно, что в том окне у нас. Мне показалось, или там кто-то есть. Наверное, мне показалось. Нету здесь больше жизни. И, наверное, не будет. Строительная 16. Не могу понять одного. Поселок не функционирует. Кому нужны вот эти дверные проемы? Подъездные рамы. Скорее всего, они, да нет, не железные, они деревянные. Кто-то все это выдергивает. Повторюсь, жуткая картина. Реально жуткая картина. Вот эти вот висюльки, которые на балконе болтаются. Представляете, 30 лет назад как висели. 30 лет они висят. Висят и шумят от ветра. Последние этажи почему-то все горелые. Поджигают их. Становится холодно. Кто-то заколотил окна. Непонятно для чего. Может быть, хозяева в надежде, что когда-то вернутся, когда-то будет функционировать и приобретет новую жизнь поселок. Руки не имеют. 9 месяцев здесь зима. Сам лично видел видео, когда в сентябре на День знаний уже лежит снег. И по-моему, последний снег тает в июне, что ли, в конце месяца. Все очень, очень большая зима. Вечная мерзлота. Оттаивает поверхность за теплое время на метр, по-моему, 1,20 м. Комары здесь очень злые. Это не те комары, к которым я привык. Здесь они такие более толстые, более такое мощное тело, округлое. Очень хорошее место для съемки фильма ужасов. Поворот не туда. Похоже что-то на водонапорную башню. На некоторых зданиях даже крыши нет уже. Разбирают, ломают крыши или снег своей массой просто давит эти крыши. Ни одного человека за время нахождения я здесь не увидел. Вообще. Но это у нас главная улица. Так. Мы как раз здесь проезжали магазинчик. Окна с арками. Это и есть магазин бывший. Когда-то здесь продавали, скорее всего, какой-то продуктовый магазин.
Вот еще час времени, когда все начнет темнеть. Я бы уже, наверное, не осмелился здесь гулять. Это сейчас мы смотрим один из таких поселков. Похоже на какое-то общежитие. Общий коридор. Да, это общежитие было. Здесь, скорее всего, сидел вахтер, что-то записывал. А, нет. Это не общежитие. Это у нас, скорее всего, поликлиника. Вот старшая медсестра. Точно. Это у нас поликлиника была. А это кабинеты. А это кабинеты. Вот. Кажется, это помещение. Регистратура. Да. Так и есть. Какие-то окропления. Что-то выделяется. Красное. Стены плачут даже здесь. Главное, ногу не проткнуть. Запах такой специфический идет. Скажу, что он мне напоминает. Напоминает он мне, когда вы потрогали руками майского жука. Вот такой же запах. Неприятная картина. Стул. Идут такие звуки, как будто сам поселок просит уезжать отсюда. Что мы сейчас и сделаем. Так как здесь вечная мерзлота, как здесь хоронят? Смотря какая погода. Если за 40, то, конечно, ребята, трудоемкая эта работа. Вот, отбивают вот эту землю, еле откапывают. Бывают даже актированные по поводу похорон. А так, в принципе, ничего, нормально. Но есть такие места, что болотистые. Зимой похоронили, а к лету это место просто всплыл гроб. Излюбленное место воркутинцев — это городские очистные. Не сами очистные, а река, которая находится рядом с ними. Видны кусты морожки, вон они. Но вот туда не подойдешь из-за того, что тут болото. Болото.
Очень плохо. Морожку нужно по-любому увидеть. Если честно, я даже не пробовал никогда в жизни. Только на картинках видел. Очень красивое здесь место. Немноголюдное. 5 раз мы останавливались. Я искал, как растет морожка. Так и не нашел. Река Уса. На той стороне видно, снег лежит. Солнце туда не пробивает, в эти места. Поэтому тает очень медленно. Купаться строго запрещено. Вода чистая. Спускаться не будем, дабы не провоцировать никого. Чайки есть, значит, рыбы тоже есть. Спросил у охранника, можно ли подойти посмотреть. Ты один, говорит? Я говорю, да, иди смотри. Красиво очень. Перекат, я не знаю, метров 15, наверное. Здесь очень свежо. Рыбы не видно. Но она здесь точно есть. Как сказали сотрудники гидроузла или водоканала очистного сооружения, основная рыба здесь хариус. Ну, особо они так не разговорчивые. Поэтому спасибо, спасибо. А можно посмотреть. Становится прохладно, так как вечереет. Поселок Северный. Один из самых крупных поселков, где еще есть хоть какая-то жизнь. И поможет нам посмотреть его Кирилл. Здравствуйте. Ну, начали с Северного, с самого начала, грубо говоря, с поворота на поселок. Тут, кстати, школа 42-я. Кстати, она еще до сих пор работает. Она единственная на поселке осталась. Вот. Ну и на поселке, что мы... Криминальная жизнь кипела в начале 90-х. Это... Как это правильно? Сериал этот назывался. Это, блин, вот сейчас популярный был. Слово пацана. Слово пацана. Вот у нас примерно что-то такое же. Да, почти до конца, десятых годов, 2010-го точно это все происходило. То есть группировки. Вот в этом доме тут был подвал. Качалка обычная, как все это начиналось. Потом создалась такая небольшая группировочка, которая все время переросла и прогремела не только по республике, потому что я знаю случаи, там ребята где-то в Обскове заправки грабили, выносили. Всех уже попересажали. Ну, кстати, очень много, только уже живых-то практически никого таких нету. То есть у кого мозги остались, те все семьи, дети, работа. Ну, очень многие люди. Да не, это магазин, кстати, с другой стороны нам надо. Это магазин старый. Вот этот подвальчик, здесь собиралась опарыши, называлась группировка. Вот. Прям со школы, грубо говоря, недалеко. Они, ребята, шли в спортзал качать мышцы. Потом драки. Стадион. Ну, там уже нет стадиона. Там раньше площадка была большая. Вот на этой площадке с других поселков приезжали. Драки постоянные. На поселке нельзя было пройти просто так. Тут даже вот он настолько небольшой, даже с городом, да, если сравнивать. Все было поделено на районы. Все. Ты мог спокойно пойти только в школу, со школы, даже в таком возрасте. А если ты гуляешь, то со своего района лучше, конечно, было не выходить. Здесь у нас на поселке как раз и жил смотрящий, как говорится, по городу. Вот, у него база там, мы ее проехали, сейчас там нечего смотреть, там автомойка.
А там раньше типа его офиса было здание. Вот. И он отсюда, как говорится, смотрел за городом, решал вопросы. Не знаю на самом деле, что с ним стало, где он сейчас. Ну, помню, когда начали всех сажать, он сбежал, нашли его, не нашли. Так что, если мы туда пойдем, там гимназия, вот я могу про нее тоже. Хорошая, гимназия была, которая благодаря нашей реформе образования закрылась. И тут, кстати, вот сейчас контраст очень хороший будет. Жилые дома и вот те дома, которые уже стоят разрушены. Ну, визуально жилые дома не сильно отличаются от нежилых вот здесь вот. Да, и посмотри, народу вот, ну, вообще нет, вообще. Хотя тут люди живут, как бы тут, вот у меня товарищ тут живет, он не хочет с поселка уезжать. Я говорю, почему не переедешь в город? Не хочу, говорит, мне здесь как, ну, здесь как в деревне, как приехал к бабушке, говорится, с города. Тут гаражи такие у людей, это как дача. Вот у товарища двухэтажный, все, как двухкомнатная квартира. Вот это гимназия. Здесь музыкальная школа, кстати, по-моему, тоже она до сих пор работает, да? Работает. Даже в таком месте находится место для музыки. А вот, пожалуйста, жилые дома, и выходишь с окон, смотришь на вот это вот уныние. Кстати, поселок, да он еще недавно был, то есть, ну, такой, хороший. Как на шахт. После шахты людей попереводили по другим шахтам, поразъехались все, кому стало удобнее в городе жить. Сам на шахте работаю тоже. Ох, ну, что сказать там. Зарплата-то у нас, конечно, как все говорят, да, за длинным рублем. Нету здесь давно уже длинного рубля. Если сравнивать с нашими воркутинскими ценами, то мы, ну, грубо говоря, я нищий. Потому что даже пускай в 100 тысяч там я получаю зарплату на руки. Ну, что такое 100 тысяч, если у меня хлеб 100 рублей стоит за булку хлеба? Одеться, обуться, все очень дорого. Поэтому, ну, в принципе, сюда вот ехать ради работы, я думаю, уже смысла-то такого и нету, как раньше гнали. Не, Воркута-Уголь, конечно, они стараются, молодцы, но мне бы хотелось получать, конечно, больше. За такую работу, причем это же, ну, в шахте, не где-то там опасно. Каждый день рискую жизнью. А зарплата копейки. Храм. Построили его наши ребята, бандиты. Вложили денег. Ну, по виду он прям свежий. Ну, так и построили, да, его недавно. Я, ну, не сказал бы, что прям старый он должен. Лет 10-12 назад он появился. Жилой дом. Это был жилой дом, да. И вот мы сейчас к самому центру, кстати, поселка выходим. Это уже центральная его часть. Единственное место, где есть что-то хотя бы для жизни. 100 тысяч зарплата. Вот Да. сколько у тебя в семье человек? Ну, жена и ребенок еще маленький, 10 лет. Остается вообще что-то от этих денег? Ну, Какой-то накопитель? отложить нет. Жена не работает, потому что, ну, нужно ребенком заниматься, у нее есть проблемы со здоровьем. И получив, ну, 100 тысяч, да, я получил. За коммуналку отдай. 10 тысяч коммунальные услуги стоят. И, ну, как бы, плюс что еще? Кредиты, потому что все в кредитах. Тут нет, мне кажется, ни одного человека, у которого не было кредитов. Ну, в итоге, ну, остается там на поесть, да, там, ну, 1060 с учетом всех платежей. И что такое 60 тысяч? Это на месяц, вот, ну, на месяц реально. Мы не ходим в рестораны, в кабаки какие-то тут, ну, не гуляем, да. Это, ну, это как к празднику, это выйти с семьей, поесть там пиццы, даже в Додо пиццу. Так что, ну, что тут, ну, продукты, цены сумасшедшие. Ни о чем особо ничего не купишь на эти 60 тысяч. И откладывать это, ну, если даже я буду оттуда 20 откладывать, у меня будет 40 оставаться. Ну, в принципе, ну, это тяжело очень жить. В отпуск это вот, ну, поехать
Все равно, что там по копеечке. Хотя и отпускные платят. Ну что, вот я заплатили там, да, 120 тысяч отпускных. 120 тысяч. Дней отпуска очень много. Там бывает до 90 дней доходит. 120 тысяч на 90 дней. Раз в 2 года, конечно, оплачивают билеты. Можно шикануть, полететь на самолете, в купе, на поезде. Но это, по-моему, единственное, что хорошо. Вот центр поселка. Вот тут вся жизнь. Магнит, детская площадка. Все. И обязательно Бристоль или КБшка. Ох, на Тимане, вот у меня на районе, там дом есть. С одного торца красно-белое, с другого конца Бристоль. Человек прям может это. Я говорю, там надо на первом этаже двери себе вывести в магазин. Ну что, все пьют, потому что. Чего уж тут скрывать-то? Поселок вообще, ну тут, а что здесь делать? Вот что? Ну, кто-то рыбалкой, да, тут хорошо, кто увлекается. Тут вон до речки прошел, спустился. А так-то жизни нет. Никуда-то выйти. Здесь нет кафе, нет ресторанов на поселке. Ну, есть клуб полуразваленный. Там, ну, детей туда водят. Все, ничего. Вот раньше здесь, когда еще, какие года-то? Ну, 2007, наверное, 2008. Вот мы сейчас туда чуть дальше пройдем. Там магазин, товары для отдыха. И вот с другой стороны там клуб был обалденный. Вся молодежь с города сюда ехала отдыхать. Скала назывался. Все, но опять же, когда начали садить бандитов наших, все позакрывалось. Это же и все как бы принадлежало им. Вот дом. Здесь тоже качалка была. Это качалку мой дед и дядька строили еще. Занимались. Назывались будильники. Тоже небольшая группировка. Потом они все, говорю, кто в Питер, кто в Москву подался за деньгой. Прибились к каким-то бандам. И уже там в 90-х они промышляли. Почему будильники? Не знаю, вот я, как это название появляется? У нас будильники, терминаторы, опарыши. Ну, почему? Не знаю почему. Вот так кто-то придумал себе название. И все. Вот первый подъезд, черная дверь. Это как раз, я не знаю, правда, сейчас он действующий или нет. Но, по-моему, да. Потому что я товарища звонил, просил, как попасть. Он сказал, тебя никто не пустит. Все закрытое. А с чем это связано? Ну, просто не хотят пускать в свой мирок. Как бы, бандитов-то давно уже нет. Ну, просто остались как качалочки. Вон, качалка и, пожалуйста, допинг стоит. Вот, да, звоночек. Тут в подвал спускаешься. Старое. Там до сих пор это оборудование даже старое, советское. Как варили. Да и все, в принципе. Вот он, почти край поселка. Вот мы весь поселок-то пешочком и прошли. А считается один из крупных. Вот Варгашор и Северный. Варгашор же вообще у нас отдельно хотели статус города присвоить ему. При Шпекторе еще. Но что-то дело так и не дошло. Ну, дом быта наш. Обалденный магазин в свое время был. Сюда даже с города приезжали люди покупать мебель. Потом, естественно, здание отдали вот тут с той стороны, где стоит машина. Там был вход в клуб. Назывался клуб «Скала». Обалденный большой клуб. Танцы, шманцы. А потом тоже все как пересажали, так все и позакрывалось. Вот. Что осталось от дома быта. Не, он работает до сих пор. Там даже можно зайти. Там маленький такой, как торговый павильончик. Носочки, трусы. Второй этаж, фикс прайс. А здание какое? Никому просто не нужно уже, наверное. Даже нужно деньги вкладывать в реставрацию, в ремонт. А кому это реставрировать? У нас по городу-то пройдешь заброшенных зданий мэрии, ничего не надо. Там сейчас фикс прайс. Сбербанк, по-моему, был, и тот закрыли или не закрыли, сейчас не помню, остался он, нет. По-моему, только банкомат там и остался. Вот, да, вход. Есть ли у тебя желание уехать? Ой, я мечтаю отсюда уехать.
Мечта. Да, я больше скажу, все об этом мечтают, мне кажется. Ну а что, блин, если квартиры люди бросают просто, чтобы уехать, даже не заморачиваются с ее продажей, дарят. Я бы даже свою квартиру подарил бы просто кому-нибудь и уехал бы отсюда. Было бы куда. Ипотека — это тоже такая вещь. Я вот работаю на шахте, мне как-то страшно в ипотеку влезать. Не дай бог, что случится, жена как будет тянуть эту ипотеку потом. Ну, люди не берут, платят, уезжают. Ну, здоровье здесь мы все оставляем. Здоровья нет. Мне 37, у меня уже его нет, здоровья. Давление, проблемы, гипертония. Просто потому, что ты живешь вот в таких условиях. Тут же, блин, и атмосферное, это вон небо какое вон возле земли, блин. Идешь, как будто рукой потрогать. Врач мне рассказывал, говорит, человек, приезжая сюда, прожил 2 года, у него уже какие-то необратимые изменения в организме происходят, в крови. Плюс шахта, дышишь пылью постоянно. У меня отец 20 лет отработал. Ну, все, он регресс оформил. Правда, ну, получает, да, но эти денег не стоят. Он со спиной, он раз в месяц точно ложится и неподъемный, потому что вся спина в грыжах, ну, межпозвоночных. Вот она, цена этих денег. Да, прибавка к пенсии, ну, она стоит того. Раньше хоть в шахте можно было работать из-за денег. Сейчас я просто потому, что это единственная работа, где можно работать, блин. Получая хоть, ну, более-менее по сравнению с другими зарплату. Ну и железная дорога. Все, больше куда еще идти. Ну, вот поселок Цемзаводской. Здесь был большой цементный завод, изготавливали, работали люди. Это, кстати, последний жилой дом вообще, который остался на этом поселке. Ну, мне кажется, просто люди сами не хотят уезжать. Потому что переселение-то было. Ну, переселяют опять же куда? Вот на северный поселок. Потому что он рядышком. Я не знаю, сейчас можно попробовать снять вот из-за угла этот бассейн. Никто же не знает, что мы тут делаем. Как раз в этом комплексе спортивном в 90-х у нас расстреляли коммерсанта вместе с охраной, который занимался футболом там. Ребята в масочках залетели. По-моему, они даже были в форме сотрудников полиции, если не ошибаюсь. И положили там всех. Все, а дальше здесь разруха. Жесть вообще. Здесь можно фильмы снимать про постапокалипсис. Еще года 3 назад он жилой был полностью. Ну, тут еще жили люди, кто не уехал. То есть его переселили-то не так недавно. Рамы у нас деревянные люди собирают. А вон тут как раз, наверное, приготовили уже. Топят гаражи. А чем? Ну, больше-то нечем топить. Чтоб там, ну, у нас, я же говорю, гаражи — это как вторая дача. Ну, как там в больших городах дачи, да, у нас вот и люди идут в гараж. Шашлыки, провести время с семьей, посидеть. Почти ни в одном гараже, это за редким исключением, где людям ставят машины свои. Это в основном вот заходишь, там стол, кухонька, там все, что место для, как говорится, досуга. Да, конечно, я думаю, почему нельзя-то. Аккуратненько просто, что. Даже перила вон разобрали. Сапоги резиновые, целая куча.
Я ушел оттуда, там как раз окна выходят на тот самый бассейн. Да? Да, и там военный что-то рубит траву. А, так вот же, да. Да, да. Шахтные резиновые сапоги. Это раньше такие давали. Сейчас, конечно, получше. Это без стального, ну, сейчас с остальным носком идут. Защищать пальцы. Ноги в шахте отбить, как падает что-нибудь постоянно надо. Была история, у меня отец домой возвращался с работы. Докопались до него гопники, блин. Ну, он, естественно, не молчал, там тоже что-то ответил. Все, его, блин, запихали в машину, в багажник наваляли. И держали в подвале дня 2. И вот тут по всему, мать искала, по всему городу носилась милиция. Потом отпустили просто и все. Ну, вот ребята так решили поразвлекаться. Скучно им, видимо, было. И то, ну, таких историй просто тьма. Потому что здесь жизнь раньше вот такая была. Сейчас спокойно, кстати, вот стало. Сейчас, я говорю, я могу, ну, хотя все равно опасаешься детей выпускать. Тут, в принципе, вообще по всей России, мне кажется, страшно ребенка одного отпускать. Ну, хотя у нас вон бегают в городе спокойно, дети сами одни. Раньше даже детей не выпускали. У меня возле дома, где я жил на Северном, застрелили какого-то журналиста. Мы с матерью это видели. Прям вот на балконе стояли. Там садик, ворота. Мужик шел, открылась дверь машины, оттуда вылетел дядька с пистолетом, бахнул ему в голову. Сели, уехали, все. Мать мне глаза закрыла, увела. Прикинь, вот тут живут, они же коммуналку платят за эту всю фигню. Причем, блин, независимо от того. Это же бывает, вот бросаешь квартиру, на юг куда-нибудь свалил, ну, ты бросаешь, потому что, ну что здесь, ничего нету, да? И тебе один фиг будет счета приходить, будешь платить, пока дом официально не признает аварийным и не отключит его от тепла. Бывают поселки. Ну а что, вон Комсомольский поселок, если поедем туда, его закрыли 2 года назад, у меня там тесть, он там проживал, периодически приезжал, потому что на переселение ждал. И вот эти бешеные коммуналки. Подъезд нежилой, там, блин, пол подъезда не отапливается вообще, и у тебя получается стена, она соседствует с соседним подъездом, с квартирой, и на стене иней, потому что там уже нет тепла, холод, а у тебя в квартире тепло. И вот по стене, представляешь, что это иней, и все. Вот так вот там жили люди. И на Советском такая же была история. Это наша знаменитая зона, 22-я. Здесь сидели на строгом режиме. Сейчас, к сожалению, а может и к счастью, она уже не работает. Людей здесь давно нет. Закрыто. Там вышечка стоит, периметр. Смотреть здесь нечего. Нечего. И нельзя, к сожалению. Да, нам не разрешают А так было бы провести интересно. тур-обзор. Ну, наверное, это даже хорошо. Все в ветхом состоянии. Я думаю, что эта зона уже никогда больше не будет функционировать. 100%. Она уже разваливается. Да. Это наша стела. Поляки поставили заключенным, которые здесь были расстреляны из-за того, что подняли восстание, потому что работали в нечеловеческих условиях на шахте. Раньше же у нас почти все шахты только на заключенных держались. Сюда ссылались. Вот. И подняли бунт. Здесь же их и расстреляли. Вон кладбище. Раньше даже крестов не было. Кресты, я насколько знаю эту историю, ставили уже сами заключенные потихоньку. В тайнах, как говорится, от руководства колонии. Ни имен, ни табличек. Я знаю такое еще одно кладбище на Северном, но мы туда уже не пройдем, там невозможно просто, там кусты.
всяческий рост. Кстати, вон я там вдалеке вижу гранит какой-то. Может, там что-то и есть. Кому-то ставили, видишь? Кому-то, кого знали. Тут-то, в принципе, больше такого интересного ничего нет. У нас-то вся история. Тут, блин, вот таких вот могил, если правда искать их, тут, мне кажется, просто все поселки даже надо крестами заставлять. У нас железная дорога, как не зря же говорят, на костях построена. Там, потому что реально под железной дорогой прям, укладывали раньше заключенных, которые умирали, чтобы никуда их не везти. Просто табличка с номером. Это на выходе из кладбища. Вот эта вот стела, ее поставили украинцы, потому что, среди жертв поляки, я насколько помню, финны были, вот, с Украины. Как раз-то они и подняли все это восстание. Сейчас они восстановили, заливали краской. Вон как раз там список погибших. Если честно, такое жуткое место. И сама вот эта стела, памятник, видишь, он в форме железной дороги сделана. Угу. Колючая проволока, вот эти шпалы, рельсы. То есть, скорее всего, строили железную дорогу, наверное. Раз ассоциации такие идут. Да, возможно, да. Тут же как раз они занимались, что и в шахтах работали, и железнодорожные пути сюда к городу прокладывали. Сначала я не понял, что это такое. Оказывается, вывеска была сначала вот здесь, а ее потом перенесли вот сюда вот. В связи с определенными событиями кто-то сделал не очень хороший поступок, кинул краску. Поэтому перенесли, восстановили и перенесли на эту сторону. Слева Юршор шахта, справа поселок Юршор. Поселок действующий, живут в нем? Уже давно не действующий. Он же закрылся тоже сразу после шахты, да? Как только закрывается шахта, сразу закрывается поселок. Красивый поселок был. Когда даже с Северного, кстати, сюда ездили, я помню, тут клубы были. Очень красиво. В деревьях. Не в деревьях, такой высокий кустарник, все в цвету. В общем, правда, и тихий, и спокойный. Много детей. Везде шашлычки постоянно, дым. А сейчас вот руины. У меня, кстати, друг отсюда тоже, с этого поселка. Мы здесь подружились. У меня бабушка здесь работала. Вот до сих пор мы дружим с самого детства. Жили на разных поселках. Варгашор. Эту вывеску можно увидеть у сотни блогеров. И сразу нас встречают опустевшие здания без окон и крыши. Это прямо на въезде в поселок.
Он считается одним из самых больших поселков. И на сегодняшний день это самый живой поселок. Церковь. Скорее всего, действующая. Бывший дом культуры. Сейчас, между прочим, проезжали садик. Очень красивый. Визуально он похож на сад в Подмосковье, который в деревне Ильича, по-моему, или Ленина. То есть большое, огромное помещение. Его как раз здесь отстроили, но оно даже не успело заработать. Дом культуры. Минерал. Кто-то занимается минералами. Вот эти слова, я думаю, ключевые и подходят ко всей Воркуте. Спустя 3 дня у меня начинается какая-то депрессия. Если начинаешь окунаться в жилой фонд, то начинаешь переживать. Приезжайте в Воркуту смотреть тундру. Ну, здесь, скорее всего, была афиша. То, что вот сегодня по плану в Доме культуры то-то, то-то. Скоро, на следующей неделе. Единственный блогер, который сюда приезжал, у которого ненавидят просто, это вот Варламов. Что обосрал просто все. Жителей, главное, жителей тронул, ну как бы обозвал людей алкоголиками. И снимал как-то, я не знаю, он прям старался, как будто, знаешь, брать и снимать вот этих алкашей. Типа вот они, местные жители, посмотрите на них. Ну давайте тогда, в каком городе их нет? У нас, кстати, бомжей нет. Если обратить внимание, у нас ни одного бомжа. Они тут не выживают, наверное, просто ты тут не поспишь на теплотрассе, блин. У нас даже все бомжи с квартирами. Ну, да, его здесь не ждут. Здесь это не проблема для бомжей. Ну, Всегда да, найдется да. жилье. Да даже в городе, если, там в городе даже есть пустующие просто дома. Сейчас Воркута уголь, правда, взялась за снос этих домов. Но раньше, блин, вроде город, идешь в центр города, а улица Энгельса, половина домов вот такие стоит. Что это такое? Всегда я считаю, что нужно говорить объективно. Да, у нас тут не очень хорошо в плане... На фоне вот этих домов твои слова, конечно, звучат. Вот это слово не очень. Ну все же, люди-то живут. У нас, кстати, очень хорошие люди здесь, добрые. Как-то, не знаю, север, наверное, сплочает народ все равно. И защищают, отбивают. Ну, я не защищаю. Ну, что я буду защищать? Да, у нас упадок, конечно. Страх Божий. Ну, люди едут, приезжают снимать. Кому-то же это тоже нравится. Для кого-то, значит, мы все-таки стараемся, разрушаем свой город. То есть, если в этом поселке вызвать скорую, ты ее не дождешься. Это из Воркуты она должна приезжать? Но зато памятник Ленину почти в каждом поселке стоит.
Одна сторона улицы живая, другая не живая. Мне кажется, поселки вымрут, и в Воркуте останутся только Магниты, КБшки и Бристоля. И Пятерочки. Самые живучие. Раньше на шахтах у нас, когда зарплаты не платили людям, давали бартером телевизоры, бывало, машины, бытовая техника. И вот семья здесь жила, тоже так же муж получил там, технику какую-то, я не помню уже конкретно что, его, потом пропал человек, его на работе не появляется, начали, у нас же на шахте начинают беспокоиться, отправляют кого-то, вот нашли, они были в квартире, всю семью наркоманы вырезали, пытали их несколько дней держали под пытками, там резали, потом все, вот, 2 наркомана каких-то ворвались в квартиру. Еще отпускные он получил. Вот. Это, информацию откуда-то они получили, знали, что у людей деньги и все, и техника. Вот так вот просто семью. Всю семью, там дети, жена. Какой год? 90-е годы это было. Не помню, не скажу точно какой. Вот в 90-х годах это было. Также хочу рассказать и добавить по поводу Шубиных свою историю. В 92-93 год тоже давали бартерную технику, видеодвойку. После того, как мы привезли ее домой, у меня супруг и его отец ушли на работу. В этот же день, буквально через 3 часа, вызвали полиция, скорая была, зарезали соседку. Так предполагаем, что это следили за нашей квартирой. Получается, они ошиблись квартиры и просто попали не к тем. Пострадали невинные люди. А так бы вот убили бы меня бы. Впереди знаменитая стелла на Комсомольскую шахту. И с другой стороны находится поселок Комсомольский. Это был 2000, сейчас скажу, 2-й год, да, точно, я как раз вот учился в ГЭПе уже, в ГПТУ-12, и как раз времена вот эти вот, когда могли порезать просто так, вот что и у меня случилось, я заходил в подъезд, 1-й этаж, темно, лампочка разбита, я видел, стоят двое, я не обратил внимания, у нас это обычное дело, в подъездах там было раньше греться стоять. Я повернулся спиной и получил просто удар в шею, я не понял, что сначала произошло, просто хороший удар. И я схватился, чувствую, липко, потекло, вот просто ткнули шилом. Причем, когда я развернулся, они сказали: блин, братан, извини, обознались, не того мы ждали, не тебя. Я пошел домой просто. Заклеил эту дырку, блин. Могли просто, да, вот просто так. Знаменитый дом, знаменитые фото в интернете. Поплывший дом. Улица Свердлова, 3А. Бывший дом культуры. Гробовая тишина. Ни одного человека не видно. Вот бывшее кафе «Секрет». По количеству бутылок понятно, что это кафе. Но туда мы, наверное, не пойдем все-таки. Не айс. Как-то там все. Видно, что заходят коммуникации, трубы. Идут прям через помещение. Смотрите, какие-то помещения еще стоят. Похоже на что-то, на гаражи. Замки. Скорее всего, у них есть хозяева. Может быть, уже и нет. В Воркуте, получается, существует 2 миграции, 2 вида расселения.
Это первое внутри Воркуты, вот из вот таких вот неблагополучных районов в менее неблагополучные. Ну, например, осталось 2-3 семьи, чтобы не топить весь дом, чтобы не работала целая котельная из-за этого дома, вот их поближе к Воркуте. И переселение уже на большую землю самой Воркуты в другие регионы. В этом поселке, говорят, последние в том году, да? Или Да, года? Не, года 2 назад. Вот у меня тесть получил квартиру в городе. Тоже Последних жителей 2 года назад, получается, переселили отсюда. вот эти дома последние расселяли. Ну, как понять, что это более-менее живой дом был? Наверное, стекла целые. Такие дома, вот, ну, они превращаются в скелеты буквально за год, потому что, ну, как только дом расселяется, сюда сразу же едут тащить, ну, кто-то бросает вот просто, у него мебель была старая, знаешь, советская, он, зачем ее в город с собой везти, оставлю здесь. И приезжает, кто-то для гаражей, вот тут же кухню взять, снять в гараж, шкафчики себе привезти, повесить. Ну и вот так постепенно все это вот, ну, разносят эти дома, стекла. Потому что, ну, даже если обратишь внимание, у нас в городе полно вот таких вот окон. То есть, а стекло найти человек в окне. 4-й этаж. Ты видишь? Кто-то Нет. сидит на кухне или ты что, или мне кажется, как будто кто-то сидит возле окна. Жутковато аж как-то голый. Или ты, блин, Да, я вижу. видишь, да? Дойдем? Дойдем. Ну вот такая же картина вчера была у меня. Я тоже стоял, смотрел, а там, как этот поселок назывался? Советский. Советский, вот в советском поселке. И самое интересное, что мы туда прям удачно попали, потому что, говорят, туда вообще запрещено сейчас. То есть там силовики охраняют этот поселок. Ну реально, как будто кто-то склонился, да? Да, ну просто сидит неподвижно так. А может это просто мебель какая-нибудь такая. Кажется, что человек. Но я реально подумал, что кто-то сидит. Как будто кто-то у окошка. Так, ну, попробуем сходить в гости. Главное, ногу не проколоть. Ну, мы что-то там рассмотрели. Здесь срезаны перила. Металл. Ну, один бы я здесь не захотел лазить, если честно. Мне кажется, здесь один никто не захочет. Какой этаж был? 4-й. Это вот он? А? Это? Это 3-й. Это кресло. Показалось, как укрывал, кто-то сидит. Вокруг тундра. И только тундра. Остатки былой роскоши. Вот так вот выглядят гаражи в тундре. Ну, я так понимаю, не все здесь для машин были. Судя по ржавчине, судя по тому, как все это выглядит, года 2 точно
назад. 3. Еще была здесь жизнь какая-то. Здесь мы уже находимся час. Ни одной живой души, кроме какой-то машины, которая проехала. Сейчас как раз подойдем к этому дому плавающему. Деревянная постройка. Не выдержала время. Согнулась. Ну, издалека похоже на корабль какой-то деревянный. Модная заставка на многих превью-блогеров. Так, ну вот в этот мы точно сейчас зайдем. Вот эта вот интересная надпись такая. Все уехали или все, запятая, уехали. Игровой зал. Адрес не указали. Скорее всего, все уехали. Остановка называется игровой зал. Такие фотографии у может быть кто-то узнает себя. Такая жуткая стена, конечно. Под конец дня настроение падает. Местные привыкли к этой картине, и для местных это нормально. Да? Мне, конечно, немножко это все не укладывается. На севере уже другому радуешься. Вот светло, хорошо, и на душе тепло. А здесь Так что виды вокруг какие-то. другие интересы у людей. Вопрос к местным. Я уже не в первом поселке вижу вот такую вот маркировочку. Вот такую вот. Что это значит? Кирилл не знает. Причем это очень часто вывеска попадается. Я в принципе догадываюсь, что это такое. Но надеюсь, что это не это. У меня тоже эта мысль появилась. Об одном и том же подумал. В городе бывало то, что частенько на стенах догадываешься, Ну да, да. Я понял. Потому что, смотри, даже здесь в общем, не очень хорошая контора. Может быть. Вот, смотрите, действующий гараж. Тут еще замочек. Звезда. Вот. Тоже замочек. То есть кто-то еще пользуется гаражами, но не знаю, здесь как-то... Я бы, конечно, не оставил гараж на таком расстоянии от Воркуты. Можно приехать. Впоследствии могут забрать. Они же, видишь, они почти все на этих, на лыжах. Ну, этих нет, а там вот мы ходили, там на лыжне. То есть ты приезжаешь, его цепляешь чем-нибудь большим, по зиме увозишь просто. По снегу-то пойдет хорошо. В город приехал, поставил. Ну, в городе сейчас не так просто гараж поставить. Там разрешение надо в администрации получать на землю, на эту. То есть некоторые так делают. Потому что в городе гаражи стоят как квартира, даже дороже порой. Просто какой-нибудь деревянный вот такой вот гараж, он может там за 300, за 400 тысяч продаваться. И квартира за 100. То есть люди ценят гаражи, блин, у нас. Потому что я говорю, у нас же нету ни дачи, ни... У меня знакомый есть, у него в гараже огород, куры. То есть держит. Ну, каждый развлекает как может старинные лыжные ботинки. Наверное, это... Слышал такое? Да, я слышал. Наверное, это последние дома, откуда выезжали. Потому что... Мне кажется, это в соседнем доме стучат.
откуда выезжали люди. Там же менее все разбитое, более целое. Магазинчик. Еще, конечно, настроение накаляет вот эта вот заполярная серость. Она прям тоже оставляет отпечаток хороший. Ну, вот здесь вот гаражи. Все целые, да? Мне кажется. Все не действующие. Это что там находится на дороге? Игрушка мягкая. Игрушка? Хорошо, что это игрушка. Ну, собак тут вряд ли будет, потому что людей нету, жрать тут нечего. Так что собак можно, наверное, не бояться. Хотя хрен знает, кто в гараже держит, ну, бывают у нас привязанные. Ну да, это самые последние жилые дома, видно были. Вон там, видишь, занавесочки даже висят в последнем доме. Слышал? Ну, кто-то что-то разбирает, наверное. Ну вот видно, что кто-то приготовил кучу дров. Ну как только мы сюда подошли, сразу все затихло. Ну, притаились люди. Наверное, мы им не будем мешать. Мало ли что. Шахта Заполярная, поселок Заполярный. Последний из поселков, который поднимет нам настроение. Часть Полярного жилая, часть нежилая. Я так понимаю, мы по жилой. Нет, не жилая. Ну тут непонятно. Тут главное не провалиться никуда. Встречаются котята. Подкормка. Кто-то их кормит. Вот это вот, скорее всего, тоже жилой дом. Дом культуры, библиотека. Видно, что функционирует. Магазин Ирина. Видно, он шахтер вышел. Весь в засаленной одежде. С 8 до 10. Цены на спиртное. А вы откуда? Москва. Телевидение? Нет, ну, блогеры, просто интересно посмотреть. Много слишком интересных видео про Воркуту. Поэтому заехали. В принципе, все есть для жизни. Для начальной. А сколько здесь в поселке человек живет? Без понятия, здравствуйте. Порядка 1000. 1000? Да сейчас уже нету, наверное, 1000. Да есть, наверное. Нету, все, откуда? Это на 1000 человек вот такой магазин один? А, там еще А, еще есть? в центре там Заполярье. Сколько здесь квартиры стоят у вас? Здесь? Да. Ничего не стоит. Как отдают? Так отдают? Бесплатно? А что? Государству. Лишь бы забрали тут. А, чтобы платежки не шли. А за капремонт платят здесь? Конечно, Есть? обязательно. 500 рублей за месяц. Капремонт. А где здесь какие капремонт? Когда делают? Ну а как эта статья объясняется? Вот просто в графе. Или не высчитать Придет сюда. отдельно, бумажка приходит. 1500 квартал. Да, квартал полторы. 500, 1500. Вся страна платит, и нам приходится А ходить. Не, если ну- за капремонт не Одна заплатишь, Одна то разберу. администрация уже там не, уже не уедешь никуда. Суды подают даже на это. Вот в таких Без, районах. именно главное для администрации, чтобы до капремонт Как надо платили. еще с пенсии Если не, высчитывать. Не да, если не переживай. заплатишь, они тебя даже отсюда не отпустят. С пенсии еще учитывают. Не знаю, как здесь 1000 человек живет. Вот машины сосредоточены в нескольких частях. По-моему, большая часть квартир просто закрыта. Есть здание Сбербанка. Причем он работает. Это единственное место, наверное, где
В Сбербанке нет очередей. Единственный Сбербанк. Так, ну, время работы, вторник, среда. А, это частные лица. Несмотря на всю вот эту заброшенность, хотелось бы отметить чистоту. Улицы не засраны. Хотелось бы посмотреть на этот поселок через лет 5. Школа действующая. Ну, на поселке не смогли найти, показать кафе, этот сюрприз, знаменитый тем, что в свое время там наши бандиты кого-то в стену замуровали. Просто человека убили и спрятать куда в стену забетонировали, все. Ни следов, ничего. Это потом все скрывалось, когда вот их уже арестовали всех. Начали сажать, когда все тайны вскрылись. Еще в городе, я говорю, во 2-м районе я покажу это кафе, там точно такая же аналогичная история. То есть ночной клуб, где отдыхали люди, веселились, и где-то в стене там был замурован человек. Ну и последняя достопримечательность города Воркуты. Кирилл, что это? Наша знаменитая китайская стена. Чем она знаменита? Ну, то, что это такое место, где, наверное, раньше он задумывался как образцово-показательный дом, где должны были жить там руководители. В итоге здесь живут там в основном алкоголики всякие. Вот, ну, как бы местное гетто. Местное гетто, да, наше местное гетто. Раньше здесь творились такие чудеса, тут можно было зайти и не выйти отсюда просто. Через неделю. Вот, все, начинается, эти запахи. Запах, да, прям сразу, конечно. Вот должен быть просить консьерж. Потом тут появился участковый пункт полиции. И в итоге, короче, вот стало как-то так. Ага. 9-й этаж самый интересный будет. Да. А чем он интересней? Тем, то, что он самый убитый. То есть вот это еще не убито, получается. Это нет, это еще ласково сказано. Так, Здесь свет хотя бы есть. А людей много живет? Там практически никого не живет. Да. На 8-м этаже только живут. На 9-м никого, по-моему. это еще не убитое. Это, чтобы вы понимали, я Спасибо. свет включил. А вы что снимаете? Да просто снимаем. Интересно. Да. Городские хроники. Показать потом, да, друзьям там с другого города. Офигеть. Им тоже чем заняться. Блин. Слушай, ну такого нигде нет. Ну, дедушку снимите, блин. Местного засова, блин. Да? Черный квартал. Ну. Ну, здесь есть, смотрите, вот такие. Ну это вход с той стороны как раз. вход. Если подъезжать. Это вот сюда как раз раньше приезжали таксисты, да? Да. Подожди, я сейчас выйду. Ну, запах, конечно, здесь такой стоит. Вот эту дверь точно никогда не вскроют. А смотри, она вообще просто Заварена, просто да. заварена вообще. Здесь никто, наверное, не живет. Прости меня. Вот Так, это лифт тоже другой. лифт не работает. Так, на 9-й как поднимемся? На том, Да наверное? поехали на лифте, люди же ездят. Что у нас тут? Вот вся та же самая картина. Я не представляю себе, как здесь ночью ходить. Здесь реально страшно. Здесь можно потеряться. Здесь жизнь может закончиться. Ну, раньше они здесь и заканчивались. Так же, как и начаться. Я свечу. Без света здесь невозможно идти. На какой? На 9? Давай на 9-й. Самый убитый. Там никто не живет. Самый страшный. Не страшно в этом лифте ехать, если честно. Могилев, твою мать. Тебе самому страшно ехать. Ну я в лифте вот этого, блин, ты чё?
Ну кто им занимается? Вот он, 9-й этаж. И смысл стирать, мы все вернемся. Так, ну. Только со светом. Да. Ёп. Блин, испугался. Тут начальство должно было жить. А? Здесь должно быть Ну типа руководство да, жить. да, тут, ну, когда-то его строили, видишь, там покорителям Заполярья слава, должен быть такой дом образцовый, типа. А такая, по-моему, одна из первых 9-этажек. Привет. вообще. Ну, в итоге Смотри, он прям в квартиру залез куда-то. Или это жилая? вот, ну, видимо, нет. А Видишь, куда он что залез-то? просто у него тут своя квартира кота. Тут пожар был, видишь, все горело. Всё в копоти. Слушай, ну, я бы ни за какие деньги здесь не согласился жить. Лучше вот там жить, в этом. Тут реально люди живут. Да? Здесь моя квартира вообще копейки стоит, да? Да, мне кажется, тут их, блин, просто тебе подарят, если ты захочешь. Видишь, тут, ну, квартира-то что, это вот туалет до комната, все. Они все такие, типа общежития, наверное, что ли. Кто-то покупал соседние там квартиры, говорю, и объединял их в одну, делал себе вот такое вот жилье. Ну, здесь вот не видно следы человеческого присутствия. Как забивали гвозди. Кто-то, видимо, готовит деликатес. Да, Здесь это вкусно пахнет. Фу. Бля. Дальше блевану, короче, я не могу уже. Да, запахи, конечно. Слушай, он там говорил за 9-й этаж. Да. Тут 8-й не лучше. Да, не все Ну, такие. Тут все горело. Видно прям, что все горело. Какие-то пожары постоянные. Так а что, вот тебе дом. Ну, я же говорил, у нас бомжей нет. Пожалуйста, вот. Приходи, открывай квартиру и живи, как говорится. Здесь прям какими-то медикаментами пахнет. Очень много кошек, которые очень тебя пугают сильно. Ну, я не знаю, пока мы вот видели только одного дяденьку внизу, на первом этаже. Может, разговаривать? Путешествие по дому закончилось. Ну, дом специфический, люди живут с низкой социальной ответственностью. Ну, в основном, кто болеет алкоголем, я думаю, что много наркоманов. Там верхние этажи, получается, нежилые или частично жилые. И как раз на выходе встретили сотрудника, он по делу там кого-то вытаскивали оттуда. Да и сами местные жители. Вот он выходит, он на тебя так смотрит, хочет продолжения. И продолжение нехорошего. Ну, мне кажется, в каждом городе такие есть. Это факт. Поэтому по одному дому не делаем никакие выводы. Ситуация в Воркуте такая же, как и в любом городе, который умирает. Люди от безысходности, от безработицы, от не очень хорошего материального положения
не знаю, может быть, пытаются погасить все это дело в рюмке. На улице дождь. Вот и наступил последний день моего пребывания. Поэтому я все-таки решил дойти еще раз до поселка Рудник. То есть недалеко находится. Утро выходного дня, все спят. Свернул я с центральной улицы. Ну, чистенько. Насчет чистоты вообще нет никакой претензии в этом городе. Коммуналки хорошо работают. Ну, по крайней мере, возле главной улицы. 300-400 метров я прошел от центральной улицы. Вот стоит дом. Непонятный. Половина квартир заколочены. Некоторые сгоревшие. Наверное, функционирует частично. Ну, в принципе, в правильном направлении. Нам всегда вниз, вниз и вниз. Вчера наблюдал картину. В пятерочку заходишь. И, ну, знаете, вот этот сканер висит, когда там смотрит цены, чтобы не ошибиться, не купить дороже. И очень часто он здесь пиликает. То есть люди подходят, смотрят цены, акционный товар, акционный, если на него какие-то акции. Конечно, неприятная картина, поэтому небогатый здесь народ, несмотря на большие зарплаты. Богатством здесь точно не попахивает. И лично мое мнение, если перестанет существовать Воркута-Уголь, то города не станет вообще. За счет этой организации он, в принципе, и держится. Какие-то есть рабочие места, что-то пытаются делать, менять. Дай бог здоровья этой организации, чтобы она работала еще. Но мы почти на месте. Мы сюда подъезжали на машине, теперь сюда пришел пешком. Недалеко. Город маленький, поэтому можно передвигаться пешком спокойно. Наверное, когда я отсюда уеду, на ассоциации с Воркутой у меня будут это серая погода постоянно, руины поселков, ну и добрые, отзывчивые люди. Больше ничего не останется. Человек я, конечно, не суеверный, но энергетика здесь просто такая тяжелая, очень тяжелая. Всегда нужно смотреть в историю данной локации. А она здесь непростая. Поэтому чувствуется. Вот серость, ГУЛАГ, все вместе. Все вместе свой отпечаток накладывает. Самое главное не провалиться. Ну, видите, раньше, я думаю, здесь машины ездили. Сейчас для машин вход закрыт. Да тут уже, в принципе, для пеших-то не особо. Вот так себе. Крупногабаритным лучше здесь, конечно, не ходить. Ну да, он уже все, мост этот не очень хороший. Местные ходят с собаками здесь погулять. Спросил, почему мост еще действует. Ну, хотя бы для пеших. Его, говорит, просто не успели разобрать. Все. Только по этой причине. Прямо направо или налево. Как раз здесь сидели
сидел руководство, по-моему, как мне объясняли. Какая-то стелла. Очередной город-призрак. Ну, похож на дом культуры. Сюда вели дороги. Встретил местного одного энтузиаста, ну, разговаривал с ним. И у него еще есть надежда, что Воркута заживет. Все это будет восстановлено и жизнь закипит. И сразу вспомнил рассказ «На дне». Просто промолчал. После Москвы такое ощущение, что ты попал вообще на другую планету. Какая-то другая цивилизация здесь живет. Это разные уровни, разные ступени. Это Россия. Так себе ощущение ходить в таких местах безлюдных. Тем более наслушавшись за неделю всевозможных историй. Ну, как раз вот мы приезжали туда, получается, и вот видно пласт, который обваливается. Как раз вот за тот дом и беспокоится, что он может пойти с годами под обрыв. Я думаю, пора отсюда выходить. Пора заканчивать это путешествие.